Привет, дружище, и добро пожаловать на новое видео. На часах почти 4 утра. И единственная причина, почему я не сплю, это ранний утренний рейс в Германию. И сегодня мы с тобой посетим очень интересный, маленький, красивый город Хайдельберг. Допиваем чай и погнали. Итак, Гейдельберг, или как его еще называют Хайдельберг, это город, расположенный в западной части Германии, и это один из немногих исторических городов Германии, которые не были разрушены во время Второй мировой войны. Но что же интересного нам предстоит сегодня увидеть? Мы посмотрим на горы, а в исторических городах Германии, там, где есть горы, обычно есть и замок. Но там, где раньше были замки, была и река. Чтобы спуститься с гор и попасть через реку к тому самому замку, нужен еще красивый старый мост. По нему мы тоже сегодня пройдемся. А также посмотрим странные не очень достопримечательности. Так, кажется, я уже подъезжаю к аэропорту. Давайте-ка пока закругляться. Все остальное покажем в видео. Погнали. Обожаю эти утренние рейсы. Сколько вот раз не пытался лечь поспать хотя бы там, не знаю, часов в 10, в 11. Никогда не получается. Ложишься в 2-3 часа ночи, часа полтора поспать и все. Будем компенсировать в самолете. А далее меня ждал почти 3-часовой перелет из Санкт-Петербурга во Франкфурт. Франкфуртский аэропорт является одним из крупнейших международных хабов Европы. И по совместительству он находится ближе всего к Хайдельбергу. Почти час езды на поезде. То, что нам нужно. Ну вот мы и во Франкфурте. Ну вот и прилетели. Спать хочется по-прежнему. Что-нибудь придумаем. Кофе нас спасет. Да, кстати, покупка железнодорожных билетов в Германии – это тоже целый челлендж. Я как-нибудь сниму об этом отдельное видео. Ну а пока путь из аэропорта Франкфурта до Хайдельберга потребует от меня 3 пересадки на поезде, час времени в пути и 11 евро на человека за билет в одну сторону. Так, пересадка 4 минуты. Следующий поезд. Нужно успеть. Такие коннекшены минимальные. Можно и опоздать, да, просто. Успели. О, здесь прямо плотненько. Да, и, кстати, это была крайняя пересадка в ходе нашего сегодняшнего маршрута. Теперь можно спокойно сесть на удобные кресла и наблюдать в окно за сменяющимися пейзажами. Но как только на горизонте начнут появляться горы, знай одно – ты уже практически у своей цели. И приехал в тот самый европейский город, в котором зимой температура не опускается ниже плюс 4 градусов Цельсия. Приехали мы в Хайдельберг наконец-то, и теперь расскажу пару слов о том, почему я выбрал именно этот город для того, чтобы посетить. Если вкратце, здесь есть гора, старинный замок и речка, и старый мост. Поехали уже на все это смотреть. Направляясь пешком в сторону исторического центра, мне сразу же вспомнилась цитата Хэнка Муди из сериала «Калифорникейшн». «Здесь солнце поет, птички светят, вода мокрая, а воздух прозрачный, и жизнь офигительно прекрасна». Погода в Германии в конце осени просто шикарна. Так, подожди-ка, а что это там за шум спереди? Здесь, как вы, наверное, можете уже догадаться по звукам, есть просто офигенский фонтан. Сейчас я вам покажу. Это фонтан морского сада. В оригинале он называется The Gartenbrunnen. Территориально он находится на Adenauerplatz. Это примерно в 10-15 минутах спокойной ходьбы от железнодорожного вокзала в сторону центра. Фонтан находится в парке с 1987 года. Именно тогда он был подарен местным районным сберегательным банком городу Хайдельбергу. Теплый климат Хайдельберга позволяет здесь прекрасно себя чувствовать даже таким, казалось бы, нетипичным для этой местности растением, как пальмы. Вообще, одна из самых характерных черт Хайдельберга
Это нависающие прямо над городом горы. Как видите за моей спиной, выглядит, конечно, безумно красиво. И вот если приглядеться, то спереди уже начинается подъем к тому самому разрушенному замку, являющемуся главной достопримечательностью Хайдельберга. Скоро мы там окажемся. Ну а пока полюбуемся городом, пробираясь ближе к его историческому центру. Как видите, город сам по себе очень красивый. Здесь современные постройки очень гармонично перекликаются со старинными. Ну, вообще чувствуется, что город наполнен такой хорошей атмосферой, если можно так это назвать. А это велосипедная церковь, что бы это ни значило. Но, несмотря на прямой перевод «велосипедная церковь» либо «храм велосипеда», это место не имеет ничего общего с религией. Это байк-шоп. Но, учитывая количество педального транспорта в городе, я нисколько не удивлен таким названием. Мы сейчас находимся на Университетской площади, и ее со всех сторон окружают корпуса Гейдельбергского университета. Это один из старейших университетов вообще во всей Германии. В целом Гейдельберг считается очень студенческим городом. И буквально пару слов статистики. В университете одновременно обучается порядка 30 тысяч человек. И на такое большое количество студентов требуется порядка 6 тысяч преподавателей. Университет обучает следующим дисциплинам. Особняком стоит факультет медицины. Если вы владеете немецким или английским, обучение в университете стоит 3000 евро за год. По европейским расценкам это не так уж и много. Это одна из самых оживленных улиц Хайдельберга, Хауптштрассе, местный Арбат. Здесь куча всяких разных магазинчиков, лавок ламповых и очень много народу, кстати. Вот больше всего народу здесь пока из всех мест, где мы были. А сейчас пойдем чекнем магазин супер геройский. Такие магазины есть во многих туристических городах, но этот поразил меня своим разнообразием. Здесь есть сувениры от Marvel, Звездных войн, Гарри Поттера, различных компьютерных игр. Даже малыш Грут засветился. Ценник стандартный для таких магазинов, так что имейте в виду. В Гейдельбергском Арбате есть такой магазин, в котором продают шнаебалины. Не знаю, каковы они на вкус. Пахнут они вкусно, приятно. Пахнет. Да, пахнет. Покидаем Хауптштрассе и сейчас переместимся в не менее интересное место — набережная реки Неккар. Вот за моей спиной такой типичный немецкий домик. Выглядит очень аутентично. Нравится. И вот, наконец, незаметно для самих себя мы приблизились к набережной и Старому мосту. С западной его стороны находится необычная скульптура. Это бронзовая обезьяна с голой задницей, символизирует собой бесстыдство, похоть и тщеславие. Необычная распальцовка раньше означала защиту от дурного глаза. Полая голова мартышки позволяет делать угарные фотографии. А под ногами у обезьяны греются на солнышке два бронзовых мышонка. Они напоминают о зернохранилище, которое раньше находилось у Старого моста. Говорят, если почесать их за спинку, то произойдет что-то хорошее. Ну а далее по плану небольшой обзор города со Старого моста. Обратите внимание на пейзаж за моей спиной. Вот лично мне он напоминает курортный город. Выглядит очень красиво. Речка, домики, зелень, уходящая в горы. А если повернуть камеру и голову на 180 градусов, то можно увидеть еще одну очень значимую достопримечательность города Хайдельберг. Это руины замка. Вообще сейчас, когда погода по-настоящему разыгралась, могу с уверенностью сказать, что Гейдельберг — это просто безумно красивое место. С одной стороны, это старина, замок, руины его. С другой стороны, это интересная архитектура. С третьей — это холмы, которые опоясывают
весь город. Четвертое — это река. Ну и вообще пятое, наверное, это атмосфера самого города. Ох, этот запах летней тины и крапива. Где еще такое понюхаешь? Вот вполне типичная картина в Германии, практически в любом городе, это встретить вот таких чуваков. Hello. Трудно в это поверить, но в конце октября мне стало настолько жарко, что я наконец-то смог снять куртку и нормально позагорать. Чувствую, что если бы я сделал это чуть дольше, то, возможно, даже лицо обгорело бы. Поэтому не зря я читал в интернетах, что Хайдельберг является одним из самых теплых городов во всей Германии. Поэтому его облюбовали попугаи, которых мы пока что не встретили, но надеюсь, что еще встретим. Ну а вы пока вместе со мной понаслаждайтесь теми видами за моей спиной, которые действительно заслуживают внимания. И надеюсь, заключительный челлендж на сегодня — наконец-таки подняться к развалинам замка. Сам процесс снимать я, наверное, не буду. Увидимся наверху. Как Шварценеггер выглядит, все знают, а как Шварцфеллер, ну теперь тоже. На самом деле никакой это не Шварцфеллер, а Хайленд. Это шотландская горная корова. И два красавца Хайленда спокойно разгуливают под стенами замка. Не смог все-таки удержаться, часть подъема заснять. Можно подниматься по городу, по мне так это более скучно, я уже это делал. Можно подняться с тыльной стороны замка, вот там наверху смотровая площадка. Там внизу, если вы можете заметить, какой-то жопояк или быкозавр. Ну, в общем, внушительная махина. Погладить нельзя. Огорожена она от людей забором под напряжением. Подняться в целом можно, вряд ли сильно устанете. Но эмоций получите гораздо больше, чем при восхождении по городу. Прошли еще один чекпоинт. Вот такой вид на него открывается. Ну что, посмотрели, идем дальше. Ну и вот, наконец-то, мы поднялись наверх. Посмотрите, какой бомбезный вид отсюда открывается. И если присмотреться вдаль, то можно заметить трубы атомной электростанции за горизонтом, что добавляет такого нехилого контраста этому месту, где первозданная старина, пропитанная духом истории, сочетается с современным индастриалом. Ну, что могу сказать? Вот и подошло к концу наше маленькое путешествие по Хайдельбергу. Мы находимся на самой высокой точке смотровой площадки у разрушенного замка. Вот он виден за моей спиной. Предлагаю вам крайний раз за это видео насладиться прекрасными видами города, реки, старого моста, холмов, возвышающихся над городом, и сказать друг другу до скорой встречи. В комментариях можете написать ваши впечатления, что, возможно, хотели бы узнать, что осталось недосказанным, что хорошего, что плохого. До новых встреч, друзья. Всем пока.